Только представь, собрались с друзьями и делать совсем нечего. Ты зовешь друзей в гости, а они залипают в настолки и делают вид, что это весело. Вот ты, да-да, ты опять смотришь в экран и ищешь во что бы залипнуть. Я угадал? Тогда ты попал на правильный ролик про 25 игр, в которые можно поиграть с друзьями. И всем привет, братюни, сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайт. Ставь лайк, если готов присоединиться к нашей армии против скуки. И усаживайся поудобней, наливай чаёку, и мы с тобой начинаем ролик. Это ролевая игра, где вы по сюжету играете за одного из воинов, которого призвали в королевство Асуры, чтобы разгадать секреты, которые оно хранит. Нас ждет множество испытаний, и мы никогда не сможем продумать план наперед, так как все окружение генерируется случайным образом, поэтому стоит быть начеку. И кстати, чуть не забыл, комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Я надеюсь, ты помнишь. Выбирайте одного из воинов, которые отличаются друг от друга характеристиками, навыками и стилем ведения боя. Прокачивайте своего героя по мере прохождения, находите ценные предметы и объединяйте их при необходимости, чтобы создать более мощное оружие или доспехи. Исследуйте подземелья и находите тайные комнаты. Улучшайте вашего героя и станьте могущественным воином. Для фанатов Hades и Dead Cells прям must have, с учетом возможности поиграть с друзьями. Это игра, где перед нами серьезная цель – сбежать из самых суровых тюрем планеты. Создайте своего преступника, придумав ему внешность и настроив другие характеристики, а затем отправляйтесь в интересный и очень опасный мир. Вам придется жить суровой жизнью заключенного, соблюдать местный режим, вовремя являться на переклички, работать и параллельно продумывать план побега. При всем при этом можно поиграть с друзьями, даже по локалке, а вместе вы сможете придумывать более интересные планы. Лайт, передай, пожалуйста, привет. Без проблем. Тёма, привет тебе. Это игра, где вам придется заняться выживанием в постапокалиптическом бункере, и мы будем вынуждены ежедневно вылазить оттуда в поисках материалов и провизии. Геймплей же в основном и будет состоять в том, что вам понадобится регулярно исследовать ближайшие территории в поисках полезных предметов, экипировки и главной еды. Локации бывают разные, где вы сможете побывать как в глубоких лесах, так и в заброшенных городах, где получится обследовать практически все здания. Только будьте осторожны, так как в любой момент на вас могут напасть ходячие или даже что похуже. К особенностям игры можно отнести большой игровой мир, можно играть по локалке и множество возможностей для прокачки персонажа. А тут мы сядем за руль крутой раллийной машины и примем участие в динамичных гонках. Нас ждет большой выбор автомобилей, сложных трасс. Игра имеет реалистичную физику. А чтобы победить, необходимо первым пересечь финишную черту и показать лучшее время. Сделать это довольно сложно, так как дождь, град, снег и другие внешние факторы будут способны серьезно снизить скорость. Машину может занести на мокром асфальте, гравии или даже грунте. Потому даже незначительная ошибка повлияет на исход гонки. Поэтому продумывайте систему прокачки для каждой из трасс. А всем, кому нравятся раллийные гонки, однозначно советую поиграть. Это новое приключение наших любимых черепашек-ниндзя. Дело в том, что у них пропал учитель Сплинтер, и наши герои Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль решили отправиться на спасение. Они покоряют крыши, улицы и даже канализацию Нью-Йорка, чтобы найти своего мастера. Но это не так просто. В процессе игры черепашки будут раскрывать тайны похитителя Сплинтера и узнавать все больше о том, что происходит. И у них будут союзники. Это Эйприл, Металлхед и Кейси Джонс. Они дадут подсказки о том, где можно найти пропавшего учителя. Короче, если вы кайфуете от черепашек, то советую однозначно поиграть. Забавная игрушка, основанная на физике и включает в себя множество мини-игр, где вы будете соревноваться с 20 игроками. Используйте мощные кулаки, бонусы и особенности локаций, чтобы выжить и стать победителем схватки. Вы должны накапливать силу и наносить сокрушительные удары, толкать, бросать и обманывать остальных участников игры. Ваша цель проста – стать единоличным правителем арены. Для этого необходимо высадиться на арене, искать полезные гаджеты и расправляться с врагами. Будьте предельно осторожны, пол под ногами будет рушиться, а локации уменьшаться каждые 30 секунд, что заставляет игроков сближаться друг с другом.
Это игра, где нам придется сыграть в футбол на мощных машинках. В целом правила игры здесь практически не отличаются от версии на ПК. Вам также нужно постараться забить мяч в ворота, использовав при этом разные тактики и все возможности вашей машины. Конечно же, сами матчи проходят гораздо динамичнее и быстрее, а в бою участвуют как минимум 2 или 4. Карты здесь также небольшие, где игра начинается с того, что мяч появляется посередине поля, и вы должны скорее ударить его и забить в ворота противника, которые находятся на возвышенности. В противоположной стене, конечно же, вы можете всячески мешать своим оппонентам. И есть даже возможность ненадолго взлететь при помощи ракетных ускорителей. А за заработанные очки в игре можно приобрести для себя новую машину, которых здесь более десятка, а затем тюнинговать их. Это у нас эксклюзив для мобильных платформ. Игра – настоящий подарок для поклонников самой культовой игры из нулевых. Сюжет разворачивается в период между второй и третьей частью Диабло. Скарн, самый сильный прислужник главного злодея, возглавил армию. Его цель – собрать разлетевшиеся части камня и восстановить его целостность. Вам необходимо первым собрать все осколки, помешать Вестнику Ужаса, воплотить свои планы в жизнь. Вы сможете выбрать своего героя из 6 уже знакомых классов: паладин, варвар, монах, некромант, маг и охотник на демонов. Каждый персонаж имеет большое количество индивидуальных навыков, в том числе и тех, которые ранее никто не видел. Поэтому если кайфуете по Диабло, то есть возможность поиграть вместе с другом. Поэтому советую. Смена двухмерного и трехмерного пространства, кроссплатформенность – это лишь часть того, что нас тут ожидает. Чтобы погрузиться в мир вселенной Rusty Lake, необходимо, чтобы у тебя и у друга была установлена эта игрушка. Или же можно найти напарника в официальном Discord-сервере. Поделите между собой прошлое и будущее, решайте затягивающие головоломки и помогите героям достичь своих целей на протяжении 2 увлекательных глав. К особенностям игры можно отнести: и здесь нельзя играть в одиночку, переплетение прошлого и будущего, 2D и 3D и множество увлекательных головоломок. Очень крутая ферма. Займемся земледелием, заведем животных, вырастим растения и сделаем свой участок так, как душа пожелает. Отдыхайте у пруда, ловите рыбу. Хотите нечто будоражащее? Тогда погрузитесь в увлекательные приключения вместе с местными жителями. Выполняйте от них необычные задания, заходите в пещеры и исследуйте. Но будьте осторожны, они могут скрывать немало опасностей, но и награда велика. Несметные сокровища хранятся в них. Как называется игра, в которую ты первый раз поиграл на телефоне? Первая игра? Змейка и Bones. Это когда мобилки еще были кнопочные, а радость настоящая. И не было доната, только ты, кнопки и бессмертная Nokia. Жду с каждого олда по лайку. Сложная ролевая игра от 3-го лица. Вас ждут опасные приключения сквозь мрачные подземелья, десятки кровожадных врагов и запутанные лабиринты, откуда нужно выбраться живым и невредимым. При этом нужно постараться захватить как можно больше сокровищ. Игра предлагает классический геймплей для фэнтезийных проектов, где придется использовать меч и магию, чтобы сокрушать врагов. Найти выход из подземелья будет крайне непросто. Орки, гоблины, скелеты и прочие существа наполняют катакомбы. Если вы столкнетесь с проблемой и не будете знать, куда идти, то воспользуйтесь помощью других игроков, и тогда совместно с друзьями точно получится выбраться на свободу. Футбольная игрушка в ретро-стиле, а также с большими возможностями, так что вам точно будет не скучно и на поле, и во время подготовки к следующим встречам. Полноценный режим карьеры с развитием команды с нуля до чемпионского титула, случайные события, разные режимы, личное участие в событиях во время матчей, кооператив и многое другое. Дарит поклонникам футбола действительно стоящую внимания игрушку. Короче, прикольно, поэтому советую поиграть. Приключения ждут своего героя. Чтобы выполнить необычное предназначение, нашему вниманию представлено 7 сказочных локаций, в которых можно будет искать ответы на разные загадки. По ходу игры мы будем встречать других игроков, которые могут находиться поблизости или даже на другом конце земного шара. Находите сокровища вместе с другими игроками, а также спасайте духов, попавших в ловушку. Тут классное музыкальное сопровождение, способное сделать игровой процесс более атмосферным, а еще сезонные события могут отвлечь ненадолго от сюжетной истории.
Go топ-10 шутеров. Братишка, следи за вкладкой сообщества на канале. Там я частенько провожу опросы на тему роликов, поэтому бегом туда. Это невероятно эпичные гонки, где скорость — это не самое главное. Как и во всех классических гонках, в вашем распоряжении будет множество видов автомобилей, различающихся по массе и скорости. Также все они не сразу откроются вам, отчего понадобится постепенно разблокировать их, участвовать в заездах и турнирах. Также есть возможность прокачки и тюнинга ваших тачек, что увеличит их прочность и характеристики. В режиме карьеры вы сможете постепенно улучшать ваши показатели, открывать новые модели авто и стать настоящим чемпионом. Трасс здесь тоже немало, где на каждой карте ландшафт и дорога сильно отличается, что немало влияет на саму игру. Это порт крутого симулятора выживания с динозаврами. Разработчики перенесли игровую механику, сохранив все основные особенности. Вас ожидает более 100 видов гигантских рептилий, каждую из которых можно приручить и использовать в своих личных интересах. Например, как средство передвижения или натравливать их на врагов. Но для начала необходимо освоиться в огромном игровом пространстве, которое размером в 63 квадратных километра. Исследуйте его уголки, обзаведитесь необходимыми ресурсами, добывайте себе пищу, а также начинайте постройку жилища, которое будет служить убежищем. Стройке и крафту уделено тоже приличное внимание. Любителей этого ремесла ждет множество разнообразных материалов, а если позвать еще и друзей, то будет на самом деле очень и очень весело. Это продолжение безумного симулятора, в котором речь пойдет о сумасшедших приключениях козла. В общем, тут будет чем заняться. Помимо прочего, проработали не только сюжетную кампанию, но и полноценный мультиплеер. Можно поиграть с друзьями до 4 человек. К особенностям игры можно отнести большое количество увлекательных и забавных отсылок к другим играм, наличие полной разрушаемости окружения и разнообразные транспортные средства, на которых можно даже прокатиться. Здесь каждый найдет для себя что-то свое. Кому интереснее строить, чем рыться в грунте. Отгрохает на поверхности трехэтажные хоромы, куда сойдутся по всей округе торговцы и лекари, готовые предложить в тяжелую минуту свою помощь. Те, кто увлекается копанием, тоже найдут чем заняться. Миры террарии огромные, и под землей у них скрывается даже больше интересного, чем наверху. Даже фанаты экшен-РПГ не уйдут обиженными. Боевая система в игре простая, но динамичная. Монстры нередко рождаются на свет целыми батальонами, а самых терпеливых ждут встречи с боссами. Особенно жарко становится в кооперативе, который террария естественно поддерживает. Правда, делает это крайне своеобразно. Файкинг с рисованной графикой. По сюжету вы окажетесь в мегаполисе, который находится практически полностью под контролем криминала, так как они подкупили всю полицию. Разбираться с преступностью придется вам и вашим друзьям. Геймплей здесь очень динамичный, а схватки проходят разнообразно и достаточно быстро. Вам придется прокачивать ваши личные навыки управления героем, так и изучать новые навыки самих бойцов. Подготовившись к бою, отправляйтесь разбираться как с обычными бандитами. В целом в игре есть 5 уникальных персонажей, отличающихся своим умением и стилем ведения боя. Уровней здесь 12, и они достаточно масштабные, где понадобится победить десятки разных противников. Тут мы сможем стать наемным охотником и сразиться против пришельцев, которые угрожают уничтожить всю планету Земля. Вам придется пройти 200 миссий на 4 планетах, победив монстров, киборгов и гигантских роботов. Отличительной особенностью игры является это развитие героя. Огромный набор оружия и современная экипировка, возможность крафта и создание собственного бронекостюма, стильная графика, система гильдий и мультиплеер. Короче, очень круто, поэтому советую поиграть. А как мне стать одним из армии луйтов, лайтов или лайтеров? Этот комментарий навел меня на мысль, а как мы с тобой называемся? Пиши свои варианты в комментариях. А также, чтобы стать одним из нас, нужно быть подписанным на канал и самое главное не забыть нажать на колокольчик. И если ты все сделал правильно, я тебя поздравляю. Теперь ты один из нас.
погрузимся в этот удивительный мир. Необычные приключения, где гуси работают на корабле. Но, внимание, среди них скрывается утка. Да, и это может быть даже вы. Игра напоминает Among Us, но здесь совсем другая история. Вам придется войти в роль гуся и работать вместе с командой, выполнять задания и даже чинить оборудование. А самое интересное начинается, когда в команде оказывается подставной гусь. Вам нужно будет использовать свою логику и совместно расследовать, кто же это. Но если случилось так, что вы сами станете уткой, то вас ждет настоящий вызов. Вам придется умело обманывать остальных и устранять их одного за другим, оставаясь при этом незамеченным. При этом в игре даже доступен голосовой чат. Это игрушка в жанре ужасов, где нам отведено две роли. Маничелло, цель которого поймать и расправиться со своими жертвами, и роль, собственно, самих выживших, которые должны не дать злодею поймать себя, а также наличие разных ресурсов, которые помогут справиться с их главной задачей. Но если вам по душе роль плохого парня, то становитесь на сторону киллера. Тут вам и бензопилы, и ножи, и другие оружия. А еще он обладает необычными способностями. Подводя итог, можно сказать, что это своеобразное мобильное ДБД в готическом стиле. Отличный хоррор для всех, кому нравится такой жанр. С учетом закрытия мобильного ДБД довольно прикольно, поэтому советую поиграть. Динамичный файтинг, где вам придется сыграть в роли забавных персонажей. Сражения здесь проходят невероятно быстро, и понадобится научиться молниеносно реагировать на выпады противников. Подберите для себя наиболее подходящего героя и сразите абсолютно всех. Главным положительным отличием игры является то, что здесь большое количество персонажей, где вы не встречаете похожих способностей или ударов. Все абсолютно уникально, поэтому очень важно разработать тактику и умение подстраиваться под каждого перса. Также у каждого бойца есть свои комбинации атак, благодаря которым вы сможете наносить сокрушительные удары, но и выбрасывать их за пределы арены. К особенностям игры можно отнести несколько героев с разнообразными способностями, большое количество комбинаций ударов и атмосферной арены. Это игрушка со знакомыми червяками, в которой вы будете ими командовать, использовать разное оружие и тактики, чтобы победить друзей по локалке или проходить разные задания. Вы будете сражаться на разных картах, используя тактику и оружие, чтобы уничтожить команды других червяков. Также будет доступ к большому арсеналу оружия, включая гранаты, ракетницы, бананы и многое другое. Экшон от создателей Genshin Impact, где вас ждет большой открытый мир в постапокалиптическом стиле. Необычные сверхъестественные события, называемые пустотой, повлекли за собой уничтожение цивилизации, на руинах которых образовался город, Новый Ирид, жители которого не только выжили, но и научились в этих условиях процветать. Вы возьмете под контроль одного из исследователей пустот. Вместе с другом вам предстоит попытаться узнать о причинах глобальной катастрофы, а также раскрыть множество городских секретов. К тому же повстречаться с многочисленными врагами в лице ужасных монстров. Это стратегия, которая перенесет нас в альтернативные времена. В феодальной Японии сюжет рассказывает историю героя, который принял корону и отправился в странствие по миру, биться с врагами и расширять собственное королевство. Его худшим соперником стала жадность, которая смогла превратиться в реальных существ и противостоять главному герою. Сможет ли непоколебимый боец дать достойный отпор и спасти свой народ от мистики и магии, а справиться с превосходящими силами противника в одиночку? Не так уж легко. Нанимайте войска и отправляйте их в бой. А многопользовательская составляющая позволяет любому игроку пригласить своего друга к себе. Противники станут несколько сильнее, но справиться с особо сильными не составит труда, ведь вас уже двое. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Очень необычный графонистый батл рояль, и я надеюсь, будет круто. Поэтому ждем. Но меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк. А также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И чтобы не теряться, подписаться на мой ТГ канал. И всем пока-пока.